Российских автолюбителей в 2020 году ожидает целый шквал новых кроссоверов. Некоторые из моделей, которые приедут в нашу страну, уже стали лидерами в своем сегменте на других рынках, а другие только готовятся поступить в продажу. В представленном топ-12 самых ожидаемых кроссоверов 2020 года представлены модели, которые могут появиться в нашей стране с незначительным запозданием. Компания Kia готовит для российских автолюбителей сразу две новинки. Первым в нашей стране появится кроссовер Seltos, завоевавший высокую популярность во всем мире. Эта модель зарегистрирована в России с двумя двигателями объемом 1,6 и 2 литра. В первое время Seltos будет представлен с последним мотором и в топовых исполнениях. Из-за этого цены на корейский кроссовер стартуют с отметки в 1 350 000 рублей. Второй новинкой от Kia окажется Mojave, сменивший поколение в 2019 году. Восьмиместная модель взяла у своего предшественника 3-литровый турбированный дизельный двигатель, развивающий до 250 лошадиных сил полезной мощности и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Стоимость корейской новинки для России еще не объявлена. Компания Hyundai предложит отечественным автолюбителям сразу три модели. Примерно в одно время на российский рынок должны выйти крупноразмерный кроссовер Palisade и Creta второго поколения. О первой модели известно то, что в нашей стране она будет представлена с двумя силовыми агрегатами. Стартовым назначен 3,8-литровый мотор, выдающий до 295 лошадиных сил. Вместо него на кроссовер можно будет установить 2,2-литровый турбодизель с отдачей в 150 лошадиных сил. О том, какими техническими характеристиками обладает обновленный Hyundai Creta, пока ничего не сообщают. Третьей новинкой от Hyundai станет премиальный кроссовер Genesis GV80. Его премьера запланирована на ближайшие месяцы. Соответственно, в продаже GV80 появится не ранее второй половины 2020 года. Раньше корейской новинки на российский рынок поступит Skoda Karoq. Тестовые образцы этой модели уже собраны на Нижегородском автозаводе. Известно, что на начальной стадии Karoq будет доступен в дорогостоящих комплектациях с 1,4-литровым турбомотором. Цены на чешскую новинку стартуют с отметки в 1 515 000 рублей. Компания Geely подготовила для отечественных потребителей новый кроссовер FI11. Эта модель, как ранее стало известно, приедет в Россию с мотором от Volvo, мощность которого достигает 238 лошадиных сил. Land Rover привезет в 2020 году в нашу страну совершенно новый Defender. Британский внедорожник получил несколько турбированных дизельных агрегатов с отдачей от 200 лошадиных сил. В Европе эта модель доступна еще и с гибридной установкой. В 2020 году стоит ожидать появления обновленных Toyota Highlander и Cadillac XT6. Японский кроссовер сохранил 8-местную компоновку салона и прежние моторы на 2,5 и 3,5 литра. Американскую модель предложат в топовых исполнениях, под капотом которых скрывается 3,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 314 лошадиных сил. Наконец, в 2020 году российский рынок пополнит модернизированные Mercedes GLB и Mitsubishi Pajero Sport. Если первый обновился достаточно серьезно, например, появился третий ряд сидений, то в отношении последнего производитель ограничился стилистическими улучшениями. На этом все. Не забудьте написать в комментариях, какой кроссовер вы ждете больше всего. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если нравятся кроссоверы. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.